Друзья, всем приветик! Я очень рада видеть вас здесь снова на своем канале, посвященном вязанию и всякому прочему творчеству. После моего мастер-класса вот такого квадратного мотива в технике жаккард мне очень много стало поступать вопросов о том, как же их все-таки сшивать. И это логично, ведь главная фишка этого мотива в том, что он стыкуется и образует такой красивый паттерн. И, конечно же, не хочется, чтобы здесь были какие-то дополнительные цвета, нитки и так далее. Поэтому я попробовала несколько разных способов, и один из стандартных способов сшивания квадратных мотивов сюда подошел лучше всего. Вот так его практически не видно с лица. С изнанки образуется вот такой рубчик. Если совсем потянуть, то, конечно, видно там другой цвет пряжи, но в целом вот так это стыкуется практически идеально. Поэтому сейчас я покажу вам, как это сделать. А если вы еще не вязали такой квадратный мотив в технике жаккард, то обязательно посмотрите мой мастер-класс. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Для соединения наших квадратов нам понадобится тот же крючок, которым мы вязали и сами квадраты, ножнички для обрезания в конце нити и, соответственно, иголочка, чтобы эти ниточки в конце заправлять. Также я бы порекомендовала взять пряжу именно вот этого оттенка, которым у вас серединка связана, потому что на уголках соединений, мне кажется, наиболее важно, чтобы нить была в цвет. А уже на самом узоре этой нити практически незаметно, она прячется внутри, поэтому это оптимальный вариант. Но в нашем случае я возьму красный контрастный цвет, чтобы показывать вам, и все было хорошенько видно. Итак, возьмем два наших квадратных мотива. У меня они уже отглажены и заблокированы. Можно, в принципе, и сразу же соединять только что связанные мотивы и производить ВТО уже после соединения всех частей. Итак, берем два квадратика, соединяем их лицом к лицу и смотрим на вот этот торец. На самом деле соединять мотивы с таким четким узором еще проще. Легче совмещать каждую петельку, чтобы было ровненько, потому что у нас точно определяется цвет. Итак, берем уголочек наш, находим самую угловую петельку на каждом квадратике и вводим крючок только в верхнюю часть вот этой нашей петельки, этой нашей галочки в одном квадратике и точно так же в верхнюю половинку петельки второго квадратика. Видите, да? Вот. Берем контрастную нить, ну, точнее, в вашем случае она не контрастная, у меня контрастная, чтобы вам было нагляднее все видно. Здесь вы можете закрепить любым удобным вам способом. Я делаю просто узелок. Все. И дальше мы соединяем два квадрата только за верхние половинки петелек. То есть вводим крючок в верхнюю половинку первого квадрата и верхнюю половинку второго квадрата. Вот они. Захватываем нашу нить и протаскиваем. Вводим крючок в следующую верхнюю половинку галочки в одном квадрате и во втором. Точно так же. И снова захватываем нить. И вот в этом случае уже проводим нить вот таким образом. Соединяем. Дальше станет понятнее. Ну, я думаю, что и так понятно. Дальше вводим только за верхнюю галочку. Протягиваем и соединяем. Слишком сильно не натягивайте, пусть будет такое свободное натяжение. Вот здесь очень хорошо видно, что мы соединили уже 3 серых галочки. Переходим на бежевые. Очень легко проходит крючок и соединяем. Этот способ соединения из всех, мне кажется, самый простой, потому что очень легко и удобно держать вместе два квадрата. А получается у нас вот такой, с одной стороны такой рубчик, с другой стороны совсем маленькие петельки. А с лицевой стороны соединяется достаточно плотно
и незаметно. То есть даже с красным контрастной нитью, если вот так будет лежать мотив, то не слишком заметно. Конечно, если уже разворачивать и натягивать какое-то изделие, если будет прям в натяг, то тогда будет, конечно, заметно. Давайте я провяжу до конца и посмотрим, что получится. Вот такой шовчик у нас получился. И вот так он выглядит с лица. При растяжении, как я говорила, заметно, но в целом вот таким образом наиболее подходящий. Дальше вы можете соединять либо следующие 2 квадрата, также лицом к лицу, продолжая сшивать, либо вот таким образом, то есть поворачиваясь и здесь сшивать дальше. То есть тут уже как вам удобно. Принцип, я думаю, понятен. Раз уж мы тут собрались, давайте я расскажу вам о еще нескольких способах соединения квадратов. Допустим, абстрагируемся, что здесь нету каких-то таких узоров. Это просто любые 2 квадратных мотива. Есть еще один способ, очень похожий. Также соединяем лицо с лицом, находим самый уголочек петелек, но в этот раз мы соединяем не за верхнюю половинку галочки, а за обе половинки галочки. Вот так. И здесь. Вот видите? Здесь обе половинки галочки и здесь обе. Берем нить, протаскиваем, завязываем. Дальше все точности так же, но мы захватываем, как я уже сказала, не за верхнюю половинку галочки, а за обе галочки. Просто получается более плотное соединение. Сейчас мы это сделаем и посмотрим на разницу между нашим уже проделанным соединением и тем, что получится сейчас. Вот такой получился у нас шовчик. Он по сути точно такой же, но мы цеплялись за обе половинки нашего верхнего края. Вот такая разница. Здесь получается более объемный вот этот рубчик. Давайте сравним. Здесь он более маленький, здесь он толще получается. И с лица здесь более плавное полотно, ровное. Здесь оно больше сгорбленное. Но также этот способ имеет место быть. Давайте попробуем еще несколько способов. Снова берем 2 любых наших квадратных мотива. В этот раз мы не складываем, а просто кладем рядом. Точно так же находим наши петельки в самом уголке, цепляем их за верхнюю часть, за верхнюю половинку петелек, таким образом. Соединяем их. Соединили уголок за верхние половинки петелек. Нить прокладываем вот с этой стороны. И поочередно вводим крючок в верхнюю половинку
петельки на одном квадрате и захватываем нашу нить, выводим. Тут же снова вводим крючок в верхнюю петельку второго квадрата, снова вытягиваем рабочую нить и проводим через уже образованную петельку. Снова нижнюю. И в следующую. Получается весьма объемный шовчик, и он красивый, его можно применять как отдельный элемент украшения при соединении квадратов. Сейчас я еще немножко провяжу и посмотрим. Вот, получается немножко такой зигзагообразный шовчик. Давайте довяжу до конца и посмотрим. Вот такой шовчик у нас получился. Объемный. Можно варьировать натяжение нити, будет более объемный. Вот здесь я чуть больше затягивала. С изнаночной стороны он выглядит вот так. Тоже зигзагом красивым. Повторюсь, этот способ можно использовать как декоративный элемент при соединении каких-то более подходящих узоров. Логично, что на этот узор он не очень подходит, но имеет место быть. Давайте рассмотрим еще один из вариантов соединения квадратных мотивов. Здесь мы снова не будем складывать лицо к лицу, а просто прикладываем рядом. Как всегда, находим самые угловые петельки для соединения и вводим крючок снова только в одну половинку верхнюю галочки одного квадрата и точно так же только в верхнюю галочку другого. Соединяем. Я просто делаю узелок. Этот способ похож на предыдущий, но теперь мы будем вытягивать нить не поочередно, а сразу в обе. Верхнюю половинку нашей петельки одного квадрата и также верхнюю половинку другого квадрата. И зацепляем нить, проводя сразу через две этих петли. Вот. Следующую тоже в половинку петельки, зацепляем нашу нить соединительную и проводим через две. И проводим в образовавшуюся до этого петлю. Получилась вот такая галочка. Дальше таким же образом. Одна, вторая петелька. Проводим через обе эти петли и через нашу соединительную нить. Еще раз. Способ такой же, как предыдущий, но в прошлый раз у нас образовывался как зигзаг. В этот раз просто ровные петельки, ровный ряд петелек. Давайте я довяжу до конца и в конце вместе посмотрим. Вот такой шовчик у нас получился. И вот так он выглядит с изнанки. Также хочу сказать, что каждый из этих видов соединения можно использовать как на лицевой части, так и на изнанке. Например, если вам нравится вот такой вот шовчик, как получился, то его можно с этой стороны точно так же вязать. То есть соединяя как бы изнанку с изнанкой, да, понимаете? Вот. Существуют еще всякие фигурные способы соединения квадратов,
где, например, бабушкины мотивы соединяются сразу плетением нового ряда. Ну, в общем, есть еще способы, но вот эти, которые я показала, это самые базовые способы, которые можно использовать. Надеюсь, вам было это полезно видео. Сохраните себе, чтобы использовать каждый из этих видов соединения. Большое спасибо за просмотр и до встречи! Чуть не забыла. Конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, я их все читаю и всем отвечаю. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем хорошего дня, пока-пока!